1922 году династия Османов была лишена власти над государством, которым она правила множество столетий. В тот год Османская империя прекратила свое существование и была преобразована в Турецкую республику. Привет, друзья! Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете, спасибо, что вы подписываетесь, если вы еще не подписаны. В свете меняющихся событий предлагаю вам перейти в мой телеграм-канал или в сообщество ВКонтакте. Подписывайтесь на дополнительные источники информации, чтобы не пропускать выходы новых роликов. Ну а сегодня мы с вами узнаем, что же стало с гаремом последнего османского султана. Когда последний османский султан Мехмед VI в 1922 году покинул страну, во дворце еще оставались жительницы гарема. В нем были жены, придворные дамы и многочисленная прислуга. Узнав об этом, новое правительство стало думать, как поступить со всеми этими женщинами. Они решили выселить их всех из дворца Йылдыз во дворец Ферие. Несмотря на то, что Ферие был одним из султанских дворцов, прибывшие туда женщины были повергнуты в шок. Жившие много лет в роскоши, они вошли в практически пустые комнаты. Например, комната главной жены не имела никакой мебели, кроме кровати и одной табуретки. На содержание бывшего гарема было решено выделить средства из казны, но женщинам приходилось голодать, а все потому, что дворцом управляла интриганка, которая присваивала деньги, выделяемые государством на содержание гарема. Несчастные женщины использовали свои накопления, продавали свои украшения, одежду и другие личные вещи, чтобы выживать. Жизнь этих женщин напоминала плен. Они могли никуда выходить из дворца Ферие. Сам дворец охранялся полицейскими со всех сторон. Изредка разрешалось приходить гостям. Некоторые из гостей помогали пленницам дворца поддерживать связь с внешним миром, тайно принося письма в подолах своих платьев. В новом правительстве решили распустить бывший гарем, поскольку не было средств для его содержания. Женщины, и без того находившиеся на грани выживания, остались без крыши над головой. Кто-то из них сумел выйти замуж, кто-то отправился на родину, если хватило на это средств. Иные же вынуждены были попросту бомжевать. Последнее оставшееся во дворцах имущество султанской семьи было разграблено. По словам последних жительниц дворца Ферие, вооруженные люди вторглись и вынесли остатки всей мебели. Были отняты даже личные вещи, кроме той одежды, что была на женщинах. В 1924 году бывших жительниц гарема окончательно изгнали из страны вместе с другими членами султанской семьи. Вместе с детьми они уехали и пытались начать новую жизнь уже в чужой стране. Некоторые погибли в ужасной бедности. Какие-то из жен Мехмеда VI приехали к нему в Италию, куда он переехал в 1922 году. Но они не смогли воссоединиться с мужем надолго, поскольку в 1926 году бывший султан Мехмед VI скончался в возрасте 65 лет. Друзья мои, очень интересна судьба самой любимой жены последнего османского султана, а также интересна сама жизнь в изгнании султана Вахтидина, который продолжительное время, уже будучи мертвым, не мог воссоединиться с турецкой землей. Эти и другие истории нас ждут еще впереди. А на сегодня все. Спасибо за доверие, спасибо, что смотрите. Жду от вас лайк или комментарий, а лучше и то, и другое. Берегите себя. Вас обняла Оливия.